Всем добрый летний привет из Харькова. В этом видео посмотрим и узнаем про легенды Харькова. Какие из легенд имеют под собой основания, а какие чистый вымысел. И первая легенда про Благовещенский собор. Якобы он стоит на плохом месте. Это, пожалуй, одна из самых популярных легенд. Народная молва место, на котором стоит храм, окрестила проклятым. Одни говорят, что в древние времена здесь стояла виселица, другие утверждают, когда-то тут было кладбище. Еще одна гипотеза, якобы в этой точке пересекаются сильные энергетические поля, связанные с потусторонним миром. Мол, недаром с этим храмом происходят всяческие неприятности. В советские времена с его купола падал крест, а в перестроечные горела колокольня. По словам очевидцев и историков, в июле 1974 года грозовой шквал действительно обрушил чугунный крест колокольни собора. Но ничего сверхъестественного в этом нет. Когда снесло крест, над городом пронесся сильный ураган, вспоминает краевед Сергей Куделка. Помню, в нашем университете выбило стекла, а книги тысячами разлетелись по площади. Следующее ЧП случилось 2 июня 1997 года. В церкви произошел пожар. По рассказам священнослужителей, в результате поджога сгорела верхняя, наиболее насыщенная архитектурными деталями и украшениями часть колокольни Свято-Благовещенского собора и рухнул на землю венчавший ее крест. Существовала угроза обвала купола внутри храма, но огненная масса горящей колокольни упала во двор собора. В июне 1998 года был освящен и воздвигнут новый крест. Самая распространенная легенда, что этот собор стоит на плохом, проклятом и излюбленном ведьмами месте, рассказывает краевед Михаил Красиков. Я бы с такими утверждениями поспорил. Это сейчас храм могут поставить где угодно, а в те времена к выбору места подходили очень грамотно. По словам Красикова, прежде чем начать строительство даже обычной хаты, а не то что храма, умельцы вначале испытывали место. К примеру, пускали в поле коров. Там, где они лягут, считалось хорошее место. В 17 веке, когда закладывали этот собор, храм не могли построить абы где и абы как, уверен Михаил Михайлович. Место однозначно хорошее, просто обросло суевериями. Следующая легенда – это якобы то, что дома строили мозаикой из советских аббревиатур. Существует предание, что на Салтовке между станциями метро Студенческая и Героев Труда дома расположены таким образом, что если смотреть сверху вниз, читается аббревиатура СССР. Аналогичные постройки есть и в районе Одесской. Изначально такого проекта не было, просто так получилось при строительстве. Расположение домов в микрорайоне рассчитывалось исходя из розы ветров. Это был основной критерий. Тем более популяризация таких обозначений могла быть в 20-30-х годах. Но Салтовку застраивали в 70-е и 80-е годы прошлого века, когда мода на советские аббревиатуры уже прошла. Поэтому вероятность того, что дома были построены буквами СССР специально, минимальна. То же касается и построек на Одесской. Это типичное расположение домов. Если присмотреться, такие есть и на Алексеевке. Следующая легенда о том, что якобы на дно харьковских речек некоторые заводы сваливали отходы металлов, в том числе и цветных. Например, народная молва утверждает, что в районе Журавлевки, неподалеку от бывшего завода хромовых кож, в 70-х годах была чудо-свалка, на которой харьковчане находили мотки цветных металлов, всякие электродетали и даже целые телевизоры. Поговаривают, что одному гражданину посчастливилось откопать там огромный клубок платиновой проволоки, которой он огородил земельный участок, а позже ответил за это в серьезных инстанциях. В 80-х годах свалку закатали бульдозером, чтоб неповадно было. Но слухи упрямы. Если хорошо копнуть, то и сейчас можно наковырять в недрах много интересного. По словам специалистов, в советское время на Журавлевке действительно была свалка. И не только там. Существует мнение, что даже на дно харьковских речек некоторые заводы сваливали отходы металлов, в том числе и цветных.
И если почистить реки, то в Иле можно найти много чего интересного. Последний раз их хорошенько чистили в годах в 70-80-х. Для нынешних времен это слишком дорогостоящее удовольствие. Ходят слухи, что ценные находки, которые харьковчане откапывали на разных свалках, огласки не придавали. Было несколько скандалов по этому поводу, доходило до того, что контролирующие органы живо интересовались, откуда взялись находки. Известно, что в 90-х годах в промышленных зонах Диканевки сталкеры отыскивали металл, и это продолжается до сих пор. Наш город был промышленным центром, поэтому металла всегда было очень много. А поскольку при Советском Союзе его не экономили, отходов было немало. Следующие легенды о том, якобы Бурсатский спуск и зеркальная струя построены на костях. Говорят, на аллейке посередине спуска от станции метро «Исторический музей» до моста, если копнуть поглубже, найдется немало останков немецких солдат. Подобные слухи ходят и о зеркальной струе, дескать, построили ее на месте кладбища. Но о Бурсатском спуске это абсолютная неправда. Он был и до Второй мировой войны. Если бы что-то было, то в 1983-1984 годах, когда строили выход из метро «Исторический музей» и реконструировали спуск, наверняка что-то нашли бы. Но находок никаких не было. Тем более это неудобное место для любых захоронений. А вот под зеркальной струей действительно было очень древнее кладбище, которое закрыли и начали ликвидировать еще в 40-х годах 19 века. Перезахоронений никто не делал, все так и оставили. В саду имени Шевченко есть могилы немецких генералов. Захоронения существуют с тех пор, когда в первые дни оккупации Харькова случился радиоуправляемый взрыв в особняке на Мироносецкой, где погибло все высшее военное руководство. Похоронили их в саду имени Шевченко, останки никуда не переносили, то есть где-то под деревьями или на аллейках они так и остались захороненными. Кстати, у меня на канале есть видео про топ-10 популярных мест Харькова, построенных на кладбищах. Очень интересное видео. Кто не видел, обязательно посмотрите. Ссылка в описании к этому видео. А также на ряд других не менее интересных видеороликов про город Харьков. Все знают, что река Лопань, так же как и река Харьков, были когда-то судоходными. В городе проходили грандиозные ярмарки, на которые прибывали купцы из разных стран. Само собой разумеется, что и грузы терялись, и корабли тонули. Следовательно, на дне Лопани были сокровища. Были. Кто их нашел? Есть только байки о том, что во время Второй мировой войны, возможно, это были немцы, которые хорошенько прочесали русло в районе завода Шевченко. Явно это был не Кот Матроскин и его команда. Сегодня Лопань уже не та богатая река. В ней уже не то что сокровищ, а воды скоро не будет. Еще из области легенд, опять же харьковчане рассказывают, а правда или нет неизвестно, когда-то давно на улице Кацарской жил архитектор-итальянец. Он припрятал здесь фамильные драгоценности вместе с серебряными и золотыми монетами. Говорят, это были целые мешки несметного богатства. Только вот найти их никто так до сих пор и не смог. А может и смог, а может и не было там этих мешков. Поэтому байки о золотых мешках на Кацарской продолжают жить до наших времен. Друзья, если эта тема будет интересна зрителям канала, то в следующих видеороликах продолжим. На сегодня все, с вами был Алекс Моторный, подписывайтесь на канал, до новых встреч!